Would we say that it's a meaningful sentence? Yes, I just did. Это значение, это смысл предложения, его итог. Его итог. I love Alexander, I like teasing him. So, let's talk. Oh yes, the best question gets a prize. So this is the second book. So if the first book is what I just showed you, this is what comes after. Вы видели презентации, это используются материалы первой книги. Вторая книга сегодня послужит призом за лучший ваш вопрос. А также вы можете, если вам не удастся задать лучший вопрос, вы попробуйте. Можно приобрести с подписью Алекса, она уже их написала. Pointed question. My pointed question is, how would you see the difference between contemporary American interior design and contemporary, let's say, French or English? So, I'll tell you why I'm asking about it. So when you open a book on French design, and you, in many cases, can immediately recognize that the projects are made in America, even if it is called French design. So, how would you decipher the major, let's say, elements which will refer to an American design or to the preferences of American clients compared to your European experience? Yes. Такой точечный вопрос. У американского дизайна есть свой уникальный почерк. Если мы говорим о современном американском дизайне, то что его принципиально отличит от современного дизайна в Европе, в России? Потому что Татьяна Николаевна говорит, что когда ты смотришь даже на дизайн, сделанный сейчас во французском стиле, рукой американского дизайнера в Америке, то он читаемо американский. Вот что отличает американский дизайн? В чем секрет? Okay, so for contemporary design, for contemporary design, you open a magazine, you open a decoration, and you see the most fabulous modern apartment, and you know it's in Paris. You know it's in Paris. And the reason you know it's in Paris is because the architecture is perfect. It's perfect, it's historical, it has patina, it has the crumbly bits, and I think that also is why so many modern European projects have such modern furniture, because they are the perfect juxtaposition with the architecture. In America, we try to do that very modern look, and it looks soulless because we don't have the envelope. Если мы посмотрим с вами на современный интерьер в Европе, особенно в Париже, особенно во Франции, это всегда будет в обрамлении османского интерьера, наполненного панелями, наполненной патиной, лепниной и архитектурой Парижа исторического, да, который сохранен, и эти электронные элементы декоративные внутри помещений тоже сохранены. И тогда ультралаконичная современная мебель, предметы интерьера, аксессуары здорово играют вместе с этим историческим интерьером. В Америке этого нет. Поэтому... Нет. А вот я так и не понял до конца. Слова я понял. У меня проблемы с пониманием. Окей. В Америке нету вот этого обрамления исторического. Да, историческое обрамление — это архитектура историческая, доставшаяся от великой нации, от великой империи. So that same problem that sounds like a very negative statement about American design, what is our drawback is also our blessing, because we lack, I mean, it's not a good thing to lack history, but because we don't have, you know, historical styles or the czars or
the British, you know, everything. Empire. Yeah, yeah. Because we don't have that, it's bad on the one hand because it means culturally we don't have it, but it's good because we're experimenting. And it's a very fun place in design right now because we're kissing frogs to see who is our prince. Yeah. Очень красивое выражение. Смотрите, у Америки короткая история. Это главная причина и главное отличие. Можно ли этим гордиться? Ну, наверное, ничего особенного и ничего хорошего в том, что истории нету за плечами великой истории, то, что может показаться Россия, может показаться Европа, великие империи, британская, испанская, французская. Нет. Но это наша возможность. Как? Мы можем экспериментировать, мы свободны, мы можем сделать что-то абсолютно новое, свое, чего не было до этого в мире. И метафорично об этом высказался Алекса так. Мы целуем лягушек, жаб, для того, чтобы найти нашего принца. Мы экспериментируем. И не боимся это делать. Следующий вопрос. Yes. That's sort of like asking me who my favorite child is. Do you want to know? Probably my own, because I get to do, I'm getting to try, it's the hardest. As you all know, decorating for yourself is terrible, but it's very exciting. Very exciting. Because you don't, you know, you get to make all of the decisions. Вопрос был о том, какой интерьер самый любимый у Алексы, да, вот что она поставит в идеал. Она говорит, это то же самое, как спросить меня, кто мой любимый ребенок из моих там 4. Да, как? Я всех люблю и везде вложила душу. Ну, наверное, если быть честным с собой, то полностью это, наверное, свой собственный интерьер, свой дом. Потому что все вы знаете, это самый сложный проект в своей жизни. Да, потому что там ты наиболее требовательный к себе, тебе хочется сделать все идеально, и это так тяжело. And I think as designers, we should all have our houses, or our apartments photographed. We have to. As a representation of what's going on in our head. I mean, our budgets are different from our clients frequently, but it's important that we all have a record of our houses. И обязательный принцип работы – это то, что все, что вы делаете, должно быть отфотографировано. Это для вас в том числе проанализировать себя, там, получить себе самому обратную связь или показать себя другим. Другой вариант перевода. Вашей витриной может являться ваш собственный интерьер. Он должен быть детально отфотографирован, и, по крайней мере, клиент четко знает, чего от вас ждать. Какой вы. Even if you had very little money to spend, you've got to keep a record of your progress and your creativity. Даже если у вас нет бюджета на то, чтобы сделать что-то, ну, вы собственный дом, у вас нет бюджета большого, вы должны его сфотографировать, чтобы клиент понимал, какая вы настоящая. Да? Вот какая вы. Я так не сказал. Вот вы меня понимаете. Вот все время хочется прочесть свой смысл, и вот смотришь и хочется добавить что-то. Да. Да, первый вопрос. С какими проблемами вы сталкиваетесь в отношениях с заказчиками? Бывают ли какие-то ситуации, конфликтные? Или, быть может, они настолько уже перед вами на заднем плане, что все, что вы говорите, это... И второй вопрос. В вашей фразе хочется вернуться, которую свела этот вечер. No sex for once. Кто кого? Вы мужа или муж вас? Ответ на второй вопрос видели? It was punishment. Это наказание. Кто там главный? You don't look at the Это я от dog, тебя, you как slap говорю. them on the nose to make them behave. Да, так что вы ему полностью что.
So, yes, I have problems with clients. I've had every problem you can imagine. I try, first of all, I have reminded myself, I never want to be that person that is bitching about my clients all the time. I don't want to be like, oh, I hate my clients. They're so stupid and rich. And they have no taste, and I'm so bored by them, and they don't get it. I'm so excited by our career. It's a great job, and you have to continue telling yourself how great it is, or you're going to start hating it. So that's one. That's philosophical. Ну, значит, первое. Проблем есть. Их много. Очень много. Я по-прежнему с ними сталкиваюсь и с ними живу. Чего я себе как бы не позволяю, это жить в позиции, что это ужасный клиент, как если мудак, только мудак, а? Вот. Ни хрена не понимает моего творчества. Вот. Нет, либо ты решил, что это твоя профессия, и ты ее обожаешь, и ты ее несешь как не крест, а как удовольствие, да? Либо... Then you have to always remember, which I'm sure you do, but you have to always remember this is a business, it's a profession, and it means no matter how much you want to buy everything for your client, or you want to say to them, no, don't give me the deposit, I've got it. You have to run it like a business, or you'll go out of business. Второй принцип, который всегда вместе со мной, это то, что это мой бизнес, это моя работа. И я должен максимально профессионально, какие бы ни были отношения с клиентом, доверительные, недоверительные, это исключительно профессионализм на высоком уровне, и всегда эта граница должна быть. Да, если даже он предлагает там какие-то особые условия и прочее, это всегда профессионализм и профессиональные отношения. And I know that when a client, many times a client will say, if you finish this under budget, I'll pay you more. But I think we would all agree, I'd rather spend that money making the project more beautiful. I'm not trying, I'm in it for beauty. I'm in it to succeed and to make money. But I don't want to do a half-assed job to make more money. I want to use that money to do the best possible work because it's my life. И еще, не знаю, как у вас, у меня часто бывает ситуация, когда клиент говорит, вот если уложишься в бюджет, вот тебе будет такой бонус за это. Я предпочту не уложиться в бюджет, а сделать так, чтобы было по-настоящему красиво. И если даже я и уложилась, то использовать этот бонус на декорацию этого дома, чтобы он был идеальным. I also think we have to remind ourselves how difficult the experience is for the owner. It's so expensive, it takes so much time, and it is in their very most private space. And having just done this for myself, I mean, I practically killed my family while they were sleeping and jumped out a window. It's so stressful that we have to always remember what they're going through, and that will help us keep calm, and it will help us stay professional. И еще один важный момент, который надо всегда помнить в своей работе, это то, насколько тяжело не вам, а вашему клиенту. Казалось бы, вы тут пашете. Нет, ему еще гораздо тяжелее, потому что находиться в состоянии ремонта, находиться в состоянии того, что строишь свой там дом мечты или делаешь что-то самое частное и потаенное там место своих мечт, это очень тяжело. Когда я делал свой ремонт, я была готова закладываться. Настолько это было тяжело и настолько это был большой стресс. Это такой же стресс для всех ваших клиентов. И об этом важно помнить и к этому относиться очень внимательно и при этом и поддерживать его, но при этом сохранить рабочие отношения. Also, I forgot what I was going to say, but it was important. What was it? Oh, if you mess up, if you make a really horrible mistake, which we're all going to do before our life is finished, it's very important to immediately say, I'm sorry. If you try to pretend you didn't make the mistake, they know it, you know it, everybody knows it, and they won't believe you when they make a mistake and you say, no, you approved that. You have to, if you make a mistake, sometimes you're just going to have to pay to fix it. You just say, I'm so sorry, I'll fix it. And then you go and fix it. И успех любого проекта – это максимальное доверие друг к другу. И оно разрушается враньем.
И это вранье может проистекать из простой вещи. Ошибка, которая совершается всегда в любом проекте. В вашей жизни они всегда бывают, в жизни любого человека. И признать эту ошибку – наша обязанность. Сказать, что да, я тут. Вот. И Алекса считает, к примеру, что если вы это скрываете, пытаетесь сказать, ну такая задумка, тут вот я вот так вот это, вот вы не поняли, это все читаемо, вы понимаете, что вы ошиблись, он понимает, что это ваша ошибка, и в этот момент рушится доверие. И это самое страшное для проекта, поэтому лучше заплатить за ремонт этой ошибки, там, на исправление этой ошибки и сохранить доверие. Я правильно перевел? Она меня подкалывает уже последние 3 часа. Вы не думаете? I drink a lot, and I watch a lot of TV. My daughter, she says to all of my children, said to me, "Mama, you work or you do nothing?" And I was like, "Yeah, correct." Что, вы все поняли, да? Она напивается и смотрит телевизор. Ее дети всегда говорят правду и вот так называют вещи своими именами, говорят: слушай, мам, ты либо вкалываешь с утра до ночи, либо ничего не делаешь. Он говорит: да, так и есть. Так и проходят мои дни. Татьяна Николаевна, скажите правду, а? She said I drunk a lot. Drink a lot. So. Слушай, вот нет меня не литературного перевода, а дословного. Я пью много. Хорошо, буду... Хорошо. I drink a lot, я пью много. Да, простите. Oh, that's so nice. My mother drives me crazy. No, I'm kidding. Моя мама сводит меня с ума. Но не это главное. That is a beautiful question. My mother is, probably with my children right now, hanging out with them while I'm away. She's super smart. She is totally supportive. I still, when I write something, will call her and read it to her, and she'll destroy it, and I'll have to rewrite it. She is every bit as much of an inspiration to me as my father. Она всегда со мной, она всегда в моей семье. Сейчас она, наверное, рядом с моими детьми, пока я здесь с вами путешествую, рассказываю, общаюсь, да, с многочисленными детьми. Вот, я всегда могу позвонить, и она меня всегда поддерживает. Когда у меня самые сложные моменты, я с ней общаюсь, и с ней разговариваю, включаю мне подушку. И она оказала на меня не меньшее влияние, чем мой папа в моем творчестве. Да. Где вы черпаете вдохновение? И второй вопрос. Кто-то из ваших детей уже проявляет интерес к декораторству, дизайну? Well, hold on. So, first, I love looking. So, I love looking at your dress. I love looking at the library. I love looking at a grate in the underground. I love being on the computer late at night while drinking. On Pinterest. I love Pinterest. Does everybody know what Pinterest is? Yes. I love... Я совсем плохо по-английски. Pinterest. I love traveling. I love traveling. But now my kids are 6 and 8 and 8. So I don't always love traveling with them. So I stay home a lot with them. But trips like this where I meet colleagues and I'm
touring the city, and I'm having the wonderful people of Elle Decoration take me to the Pushkin Museum, and looking at a Matisse I never knew was in Russia. I mean, what a great job we have. Все обычно. Я переведу для тех, кто может чуть-чуть. Сейчас я понял. Children. Сейчас, значит, первый вопрос, если вы не слышали, был по поводу того, как вы вдохновляетесь. Все очень попросту. Ну, просто. Она говорит, мне часто, что у меня такая профессия, потому что я могу вдохновляться 24 часа в сутки. Мне нравится ваше платье, мне нравится погода, мне нравятся те места, которые я посещаю. Я Did you могу... just say pagoda? Погода? Да. Did you say pagoda? Yes. I didn't say pagoda. В общем, все вдохновляет, понимаете, все. И когда я в интернете лажу по разным сайтам, вот. Поэтому замечательная профессия, когда мы можем получать удовольствие и работать. Вот. Касательно второго вопроса, еще путешествие по поводу детей, было сказано пару слов, что они еще пока достаточно маленькие, потому что не могу с ними много путешествовать, поэтому много провожу времени дома, это тоже вдохновляет. So I don't know if any of my children will want to go into business with me, and I'm not sure I want them to go into business with me, but one of my sons, the son who is named for my father, inherited, my father could draw and paint, I can draw and paint, and I'm going to have a mommy moment and show you what he drew when he was 6. You want to see? Не показывай. Don't show, please. Значит, пока не знаю. Они достаточно еще малы, чтобы точно там говорить. Вот я, пока не говорят, да? Но у меня есть младший сын, которому, в общем, как вы понимаете, я умею рисовать. Мой отец умел рисовать, и мы много занимались живописью. И я вам покажу кое-что, вот такой чисто эффект мамы, да, вот гордость. Я покажу его рисунок в 6 лет. Like, pretty good for a 6-year-old, right? I don't know who the hell he was looking at. Я не знаю, That's not me. Хорошо, да? Надеюсь, рисовал с натуры. Вот, неплохое воспитание. But he wants to be a soccer player. He wants to play. Неплохо для 6 лет, согласитесь, да? Вот такой... He wants to play for Real Madrid. Вот. Но вообще-то, разочарую вас, он хочет быть футболистом и играть в команде вместе с Роналду и прочими ребятами из команды Реал Мадрид. It's the influence of his father, right? Definitely. Да. Naked ladies. No, I mean Real Madrid and soccer. Yes. Я выражу свою эмоцию. Мне кажется, интерьер очень сложно сочинен, как роман, который пишет автор. Да? Мне хочется сказать, вот вопрос. Клиент, живя в этом интерьере, как читая этот роман, раскрывая каждый день новую страницу. Каждый день, открывая новую страницу этого романа, он живет в этом интерьере, да? Он хочет что-то менять. Какие рекомендации вы даете клиентам, чтобы они получали удовольствие от каждой страницы? То есть, что они менять, нужно менять, что не менять? Как происходит потом уже в течение какого-то? Знаете, у меня проблема. Я теперь уже и не понимаю по-русски. Я знаю все слова, которые вы сказали. Мне поможешь перевести, пожалуйста, может, ты поможешь? Нет. Скажите мне значение. Кто понял, что их просил коллеги? Нет, перевести я тоже могу. Дают ли она инструкции, как жить с Богом, после ее менять? Да, я понял. Правильно? Да. Изменения. Вы спрашиваете про изменения? Да, изменения и дают Хорошо. Самый лучший вопрос. Yes. First of all, the images I'm showing you are what I think are the most impressive to show.
So I'm showing you the most sophisticated things. I'm not showing you the normal things. I'm showing you the very, very exciting things. Первым должны понимать, я вам, конечно, показала свои самые вау интерьеры. У меня масса интерьеров, которые более спокойные, простые. And yes, houses. Не такие сложно сочиненные, как вы сказали, да, вот не sophisticated, не сложные. So houses and apartments are alive. And you change and they change. And then what you want of them change. Like maybe you have a beautiful place, but then you have kids. Or maybe your kids leave for school. Or maybe you just decide that you don't look pretty with the paint that you picked for the walls. So absolutely, you can change over time. There's no one right answer to what that room should be. Я не претендую на истину. И когда я создаю интерьер, это моя интерпретация, прочтение того, что должно быть. Но дальше идет жизнь, она течет своим ключом. Я создала интерьер для одной семьи, завтра эта семья уже с 2-3 детьми, у них поменялись отношения, они, может быть, развелись, они, может быть, что-то какие-то там хобби появились и прочее. Поэтому интерьер дальше начинает жить своей жизнью. Конечно, они что-то там меняют, и, может быть, вот эта картина все-таки надоедает мне смотреть, они ее меняют или убирают. Я подозреваю, что она скажет. Теперь я буду над тобой смеяться. You keep working at it. So you might not get the answer in a day for a room, and you might not crack it for a week. And I had one room that eluded me for like 2 months, but I just had to keep coming back and keep coming back. It's almost like when you have a loose tooth and you wiggle and wiggle and wiggle, and then finally up. So that's I feel like that's very normal. And I feel like the more attention you pay to that problem, you'll have an even more beautiful result. Потрясающий ответ, мне он очень нравится, потому что, мне кажется, это секрет всех великих. Помимо того, что они были гениальны, они еще вкалывались с утра до вечера по расписанию. И она говорит о том, что да, иногда бывает такая ситуация, что ты комнату не можешь оформить ни за день, ни за 2, ни за 3, ты не можешь найти решение. Иногда это уходит неделя, 2 месяца только на работу над одной комнатой. Единственное, что я делаю, я просто продолжаю работать, ища ответ на вопрос, как она должна выглядеть. И чаще вот через это вымученное состояние, рабочее состояние, большой труд получается гораздо лучше, чем вот так. Самый конец, да. Были в вашей душе, когда вы приступали к своему самому первому проекту? И что вы испытали, когда этот проект был завершен? И что это был за проект? I can't remember my first, because I started working for my father as a 13-year-old. I can't remember what my first, if it was the first or not. But I felt very scared. I didn't want to do anything wrong. I was very nervous, but I don't know. I made it through, and I was very happy. But I was very scared in the beginning, and I'm happy I'm not at the beginning. Even though I loved it at the time, I like that I'm